Всем привет! Меня зовут Антон, и вы на моем канале, где я выкладываю видео из поездок по различным картинг-трассам. Это будет обзор второго картинг-центра в Йоханнесбурге, в котором я побывал в январе 2026 года. Центр называется Epic Seringa Park. Эта трасса входит в небольшую сеть картодромов Epic Karting в ЮАР, состоящую из 3 трасс, и помимо Seringa Park есть еще 2 трека в провинции KwaZulu-Наталь. А эта трасса расположена на северо-западе от Йоханнесбурга, недалеко от города Крюгерсдорп. Доехать до трассы проблем не составляет. Единственное, что после съезда с основного шоссе последний километр придется ехать по грунтовке. И это не критично, конечно, но если ехать после дождя, машина будет грязная. Картинг открывается в 9 утра, и я приехал к открытию, когда еще не так жарко. Бронировал свои сессии за пару дней заранее на их сайте, но можно бронировать и день в день. Стоимость 10-минутного заезда составляет 320 трендов, 2 заезда это 550 трендов и 3 заезда 750 трендов. То есть в пересчете на 1 минуту катания получается евро 34 цента. Это дешевле, чем на предыдущих картингах. Начнем с трассы картов. Трасса небольшая, длина всего 450 метров, но конфигурация мне понравилась. Есть перепады высот, медленные повороты, скоростные повороты и места для обгона. Приехав первый раз, хорошее время с наскока не поставишь. Нужен вкат и знание особенностей трека. Также должен отметить, что эта трасса имеет какой-то вот свой, не знаю, африканский вайб. Когда едешь и смотришь по сторонам на оранжевую землю, деревья, понимаешь, вот, что ты в Африке. Да и вообще хочу сказать, трасса очень красочная, много ярких красок, зеленая трава, красные белые шины. Есть ощущение, что ты играешь в Гран-туризмо. Кататься одно удовольствие. И еще особенность этого трека — это нарисованная на асфальте линия траектории. Впервые такое вижу. Она довольно точная, и лучший круг я поставил, когда следовал ее траектории, кстати. Давайте теперь проедем по треку. Начинаем со стартовой прямой. Она короткая, 90 метров всего. Далее идет поворот направо, он проходится в пол. Затем плавный левый поворот с набором высоты и далее правый поворот на 180 градусов. После него идет прям ощутимый уклон вниз с левым поворотом, который, естественно, проходится в пол. И после него идет левый медленный профилированный поворот на 180 градусов с набором высоты. Далее затяжной правый с 2 апексами и спуск на стартовую прямую. Вся трасса проходится в полный газ, за исключением второго поворота на 180 градусов, где я тормозил. Но уверен, что при должном вкате его можно проходить вообще без тормоза с легким подсбросом газа, чтобы не сильно терять обороты двигателя. Что касается картов, это карты Sodi SR4 390 кубиков. Для такой трассы они вполне подходят. Я катался на 3 картах, точнее на 4, но один сразу заглох после старта в первом повороте, и мне его заменили. И лучшие времена получились 33.6, 33.0, 33.2. И думаю, что такой разброс в прокате — это довольно неплохой результат. Выбор картов большой, я насчитал штук 20. И думаю, что вполне достаточно для такой длины трека. На трассе проводятся этапы Sodi World Series, но, к сожалению, всего 2 гонки, в начале сезона и в конце. Как я понял, СВС здесь организован централизованно, то есть все картинг-центры договорились между собой, кто и когда проводит этапы, и сформировали единый календарь. Его можно посмотреть на сайте СВС Африка. Кстати, посмотрев его, я увидел, что один из этапов все-таки будет на трассе Формулы K, о котором было мое прошлое видео. То есть организатор туда привезут карты Sodi. И я этого не знал, поэтому накину 1 балл этому картинг-центру. По поводу отслеживания времени. На трассе нет табло, оно есть только для зрителей. То есть пилот информацию о своих кругах и сколько осталось времени в заезде не видит. После заезда распечаток по кругу мне тоже не дали, но так как для бронирования нужно зарегистрироваться на сайте, то результаты можно посмотреть там. Тут есть лидерборд, то есть можно понять, сколько тебе не хватает до лидеров трека, но нельзя посмотреть, на каком круге ты поставил лучший круг в свою сессию. Есть только некий график кругов за последнюю сессию, и я не понимаю, чей он. Вот судя по вот этому лучшему времени, это график лидера заезда, а не мой.
А как мне мой посмотреть, я не знаю. По инфраструктуре все неплохо. Есть столики, где можно посидеть под крышей. Но я как-то не заметил ресторана в самом картинг-центре. Они есть поблизости, но немного странно, что нет в самом картинг-центре. Там можно купить только напитки и снеки в автомате. Места для зрителей есть как наверху под крышей, так и вдоль самой трассы. Можно выбрать любое место и наблюдать оттуда. К персоналу у меня тоже нет никаких вопросов. Все было четко и позитивно. И они нашли мне шлем с креплением под GoPro. Если говорить о мелочах, которые влияют на общее впечатление, это то, что карты стоят на открытом пространстве. То есть под жарким африканским солнцем сидушка карты нагревается очень сильно и очень быстро. И вот, например, в третьем заезде я не мог нормально сидеть, было очень горячо. И здесь прям очень нужен какой-то навес, без него вообще никак. И как итог, я поставил такие оценки для этого картинг-центра. А финальный результат получился 6,7 баллов. Напоследок оставлю свой самый быстрый круг, который получилось проехать на этом треке, а следующее видео будет с трассы, которая оставила у меня самые смешанные чувства от всех посещенных картинг-треков UR. Всем пока!